Я хейтер воронок в Майнкрафте. Как так вышло? Начнем издалека. Если отмотать историю моего канала чуть назад, то мы узнаем, что я являлся участником 4-го сезона Майншилд Академии, где состоял в организации заводчане, а следовательно являлся владельцем завода. И не одного, а целого комплекса, который занимался добычей и переработкой камня. По факту завод не работал, а лишь изображал какую-либо деятельность, а я планировал его поправить когда-нибудь. Но потом Академию закрыли, мы открыли кор, прошло полгода, заводчане вернулись, а я свой завод так и не поправил. Так что сегодня мне предстоит закрыть еще один гештальт, тянущийся за мной, и разобрать, почему моя ферма не работала, исправить это своими руками, построить завод и перенести это все на сервер коллектива Core. Начнем по порядку, почему завод на Академии не работал. Всего было 3 проблемы, которые я должен был решить. И первая — это разделение ресурсов. Одна часть булыжника должна была идти на склад, а другая на переплавку печку. Собственно, сама печка — это следующая проблема. Быстрого блока не существует для булыжника, как, например, для еды или для руды. Нет, все упирается в скорость обычной печки и воронки, которые гадят в начале пути, в конце, в середине. И вот самую-самую большую проблему представляют именно они. Ферма, которая по сути является сердцем завода, это та самая ферма булыжника с Академии. И она, если верить описанию, добывает 75 тысяч блоков булыжника в час, что крайне хороший результат для продуктивности, но крайне неподъемный для воронок. Смотри, бери стак блоков, клади туда. Смотри вниз, воровать воронки. Жесть, ты реально умный. Ну как теперь сверху сделать? Там даже, наверное, воронка, сука, нет, надо использовать. Это просто безумный гений какой-то. Вот это вот наверху? Вот это вот наверху. Так на 4 делит. Обычные таймеры, потоки воды, шанс 50/50 с крайне небольшими погрешностями, это намного проще в реализации, чем использовать механизм, который по таймеру там меняет воронки, что-то с ними делает. Короче, и так с ними проблем вообще достаточно. Дело в том, что один из потоков должен сразу вести булыжник в упаковщик, а потом это все должно отправляться на склад. Учитывая скорость воронки в 2,5 блока в секунду, для передачи всего этого ее нужно было ускорить как-то в 5 раз, что технически невозможно. И даже если сделать линию воронок, которая успевала бы передавать все блоки, мы бы уперлись в проблему, это загрузчик шалкеров, который поднимает ресурсы только максимум с 2 сторон. Пару дней ушли у меня на безуспешные попытки создать полноценную рабочую систему, а не просто оттягивать забивание воронок. Поэтому, чтобы окончательно не сойти с ума в поиске решения, я решил отвлечься и поиграть на сборке Аркания. Обновление 1.4 для сборки Аркания привносит в игру множество уникальных механик, боссов и квестов, делая мир по-настоящему живым и захватывающим. Вас ждут 8 эпических боссов, каждый из которых связан с глобальным сюжетом и обладает уникальными способностями. Чтобы попасть к ним, нужно воспользоваться специальными порталами в деревнях. Прокачивайте своего персонажа, выбирая один из 5 уникальных классов в древе умений. А ваш верный кот-компаньон Сёма станет незаменимым помощником. Он будет приносить вещи, искать данжи и давать полезные бафы. Мир, полный тайн, приключений и невероятных открытий. Это все ждет тебя в сборке Аркания по ссылке в описании. Как вариант решения проблем с воронками была идея взять за основу другую ферму булыжника, которая будет меньше по производительности, но зато воронки будут забиваться медленнее. Этот вариант совместно с идеями по оптимизации воронок дал бы возможность откладывать момент полного отказа воронок до нескольких часов, но это тоже не подходило. Еще одним вариантом было взять другой механизм шалкер-лоудера, который справлялся бы быстрее. Найдя пару таких схем, я, во-первых, не разобрался, а во-вторых, схематика иногда ломала механизм, из-за чего я еще больше не разобрался. На спавн, пожалуйста. Как скажете. Вообще я не таксист, это так, для души. Я ядерки строю, моб-свитчеры, двери 3х3, пушки всякие, приколы с овцами. Короче, разносторонний специалист. Интересно вышло, что я, оказывается, участник коллектива Core, где есть Винкс, человек, который запомнился всем как Редстоун, Росака, Дедли, Паркур, Киллер, Дарк, Бравл Старс, Ассасин, Сталкер, Снайпер. Алло, да. Она вот так вот сюда идет в эту сторону, и тут вот в воронках она сбивается. Пробовали кучу всего сделать, но все равно рано или поздно тут забьется. То есть нужно как-то придумать какой-то способ, чтобы типа очень быстро загружать в шалкер камень. У вас лоудер на обычных воронках? Ну вот такой вот. А, доходники. Я находил там в интернете, типа, знаешь, что это вот 8x шалкер лоудер. Ну, типа, я не смог разобраться, как именно нормально подавать ресы. Лоудеры поставить друг другом подряд, и чтобы у тебя работало несколько лоудеров. Типа, смотри, вот первая у тебя воронка, к примеру, там заполняется полностью булыжник. Уже там работает лоудер. Ну, типа, идет забиваться вторая воронка. Когда вторая воронка начинает забиваться, работает уже второй лоудер. И, типа, даже если будет переизбыток предметов, типа, максимум будет работать 5 лоудеров. Типа, 5 раз быстрее. Вот такие вот штуки я находил. Ты про них имеешь в виду? О, да. Ну, оно, кстати, удивительно, но как-то очень медленно забивается и успевает. Вообще здорово. Ну, если даже, во-первых, если даже забиваться будет, ты можешь на конце огонь поставить. Да, я тоже про это думал, да. Вывод: читайте инструкцию или вызывайте сантехников отдельно. Благодаря Винксу главная проблема была решена. Осталось дело за малым, подвести вывод к складу, еще пару деталей, и теперь... Что ж, настало время пояснить, что я тут такого натворил и как оно работает. Сердцем нашего завода будет вот такая вот ферма булыжника. Она еще с академией, служит мне верой и правдой, короче, крутая ферма. Как только она запускается, булыжник
шарик идет вот тут вот по трубе и попадает вот сюда вот в этот самый первый механизм, про который я рассказывал. Это делитель сигналов, делитель потоков, короче, вы поняли. 16 секунд он посылает поток налево, 16 секунд он посылает поток направо. Налево все, что идет, попадает вот в эти печки. Печки просто вот так вот стоят, вообще без какой-либо автоматизации, то есть все чисто на воронках, по водичке, сверху буль-буль-буль-буль-буль. Излишки у нас сжигаются, ну как бы ладно, без этого никуда. Печка работает на лаве, а лава, в свою очередь, вот по вот этому пути идет вон из того механизма, которому я вернусь чуть попозже. Блоки, которые идут направо, попадают вот в эту систему шалкер-лоудеров. То есть этот механизм по какой-то мне непонятной логике загружает вот в эти шалкера предметы, и как только этот шалкер заполняется, тут все ломается и попадает в вот эти нижние воронки. Потом это все идет наверх по вот этим вот потокам и попадает на склад. Из печек, собственно, все то же самое, тут вот по потоку все идет и в запаковщик. Как только шалкер полностью заполняется, он ломается и попадает на склад. Под печкой есть сортировка, которая отделяет ведра и камень. Камень попадает туда дальше, а ведра пустые идут вот туда, поднимаются наверх и идут к части завода, к которой мы сейчас перейдем. В задней части у нас есть как бы приемка и... Короче, вот сюда приходят пустые ведра, которые как бы уже все пережарилась лава, все, ведра остались, они приходят вот сюда. А вот отсюда система будет забирать шалкера и лаву. Лаву тоже в шалкерах. Шалкера попадают вот сюда вот в разгрузчик. Разгружаются, лава попадает вот сюда, вот идет туда в печку, а шалкера попадают вот сюда вот в путь к шалкерам. Собственно, вот все эти пути, они подвязаны. И здесь он разгружается налево вот в этот большой шалкер, лодер получается, да, и в этот маленький шалкер тоже все идет. В принципе, как-то так. Кстати, схематику готового завода я скину совершенно бесплатно в свой телеграм-канал, как только там наберется 700 подписчиков. Думаю, вы меня поняли, ссылка в описании. Пока механизм не был полностью готов, я уже решил начать заниматься красивой частью завода. Из видео про дом вы помните, что теперь все постройки я строю исключительно сам, без использования интернета и всяких штук. Потратив вечер, у меня получился вот такой макет, который все еще нуждался в доработке. Запустив стримы и показав, что у меня есть чату, было принято решение набрать Бизу, чтобы он подкинул идей по улучшению завода. А что полностью серое? Ну не, почему полностью серая? Не полностью серая. Тут смотри, градиент, как учил меня. Full ты. ЧБ. Full ЧБ. Ну ЧБ, ну ладно. Ну завод, а что, завод должен быть разноцветный? Ну теперь да, теперь мне кажется, что он черно-белый. Предлагаю добавить один любой контрастный цвет. Какой? От черного до белого любой цвет добавляешь, уже будет подходить, потому что это От черного до белого. То есть либо светло-серый, либо серый. Пойдет. Ну что так, как у замка, чтобы было. Зачем? Забавно выглядит. Ну не под завод же. У тебя завод, а не замок, дурень. Не кричи на рыцаря. Здание центра сдачи крови. А ты думаешь, как камень у нас будет добываться? Железо из крови добывают. Железо из крови, да. Ты чё, дурак, Попробуй, яблоки вот у тебя, ешь? короче, Там это- же железо. С чего это я, кстати, решил построить завод? Ведь все в том же ролике про дом я говорил, что заводчанином быть устал. Мой официальный ответ: мне так захотелось. Ну и порцию мотивации, конечно, дало возвращение заводчан, которое прошло, как всегда, феерически. С песнями, танцами и заводами. Мы подготовили промо-компанию в виде баннеров по всему серверу. Затем дропнули трек и клип, где заводчане, и анонсировали ивент, ради которого иногда ночами не спали, чтобы отгрохать вот такие заводы буквально в 5 блоках от спавна. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, я очень рад, что я эти 3,5 часа провел не с семьей, а на этом венте. Это правильный выбор. Ивент прошел шикарно. Все получили огромную дозу удовольствия и позитива. Кстати, о дозе. Вот такую подводку я придумал, ребята. Как вы уже знаете, у нас на сервере стоит мод Origins, который дает нам определенные расы. И вот некоторые игроки хотят от них избавиться. Нагибайка и компания открыли сыворотку, которая избавляет от супергеройских способностей игроков. Пока все эти события с сывороткой происходили, я просто перестраивал завод на сервер и внезапно получил смс-ку, что Элвин, новичок нашего коллектива, приехал на своем фургоне и начал продавать этот эликсир. Позже ко мне подлетел Клюв и рассказал, что совершил так называемый шопинг. Я закупился на спавне. Хочешь попробовать? Не-не-не, не хочу. Ох ты ж. Ой-ой-ой. Ой. Ох ты ж. Ну все, у меня раз, два, три, 4, 5, 6 сердец. У меня 3. Здорово. Ну интересно, что будет. Ой. Ну 4 сердца. Ой. У меня одно. Ты очень маленький. Что-то тут явно пошло не так. И я рыба. У меня пузырьки. Ну, Ну еще мы теперь мелкие. получается, да. Давай еще раз. Давай. Ой, 4 сердца. И эти, и пузырьки. Я мясоед вообще. Здорово. Чё? На золотой морковке написано мясоед. На жареной курице вегетарианец. Я теперь вообще не ем. Если что, все действия происходят в компьютерной игре Майнкрафт, где есть так называемые зелья с эффектами. А дальше думайте. Выглядит прям устрашающе с одной стороны, но с другой стороны прям очень-очень мощно. АФК, автоферма камня. В общем, завод почти готов, кроме того, что я не загрузил ни шелкера, ни лаву. Этим я сейчас и займусь. Вот я уже взял немножко шелкеров, сейчас нужно верстак добыть. По идее, вот эта вот лампочка должна загореться, как только ферма будет заполнена настолько, что она, будет работать почти
бесконечно. Почему оно не уходит? Не понял. И оно вот тут не идет дальше, да? Итак, лаву загружать вот сюда, вот. И по идее, здесь... О, да, должна пойти разгрузка. Опа, все, пошел следующий. Ожидаем. Так, ну тут лава есть, хорошо, она дошла. Не понял. Короче, видимо, шелкера еще и вот сюда, вот тут, да? А это что такое? В смысле? Какие ведра лавы? Я дурак. Я вот это зачем тут расположил вот так? Блин, оно же теперь все в мусор идет, да? Да, первый блин комом, а завод не работает. Ну, казалось бы, очевидные косяки, но как бы не так. Помните, я сказал, что ненавижу воронки? Ну, короче, вот. То ли я дурак, то ли лыжи реально не едут. Давайте, может быть, еще раз. Может быть, просто непонятно, да? Только что вставил схему. Так, шалкер, 7 редстоуна. Ложим. Он разгружается. Бац. Вот сюда шалкер, вот сюда пыль. Берем тот же самый шалкер с 7, но только в механизм, который был уже вставлен до этого в мир. Он разгружается и работает. Так, ладно, я просто забыл, видимо, очистить сундуки. Все, сундуки пустые. Загружаю, разгружается и работает. Чего? Идем к механизму, который у нас стоит вот тут вот, да? Опять же, 7 редстоуна. Все, ложим его вот сюда, вот тут нужно убрать. Он поставил, все, разгружается, и вот. Так, смотрите, я скопировал вот прям с завода, да? Вот прям с завода, вот у нас сундук багнулся, ничего страшного. Сейчас починим, давай одинарный поставим. Все, вот тот же самый механизм, что у нас вот там вот. Шалкер, 7 редстоуна, ложим, он у нас его разгружает. И тут же, шалкер, 7 редстоуна, тут у нас нигде ничего нету. Он у нас ставит. Разгружает. И работает! То есть дело в воронках. Воронки накосячили даже здесь. Здорово. Из-за того, что между двумя воронками нет прослойки в виде сундука, механизм не работает. Должен, но не обязан. Исправив эту оплошность, я наконец запустил завод. И вот, спустя миллионы исправлений, спустя миллионы времени, я вроде бы все поправил, я вроде бы все сделал. Единственное, что мне остается сделать, это нажать сцепление и нажать кнопку старт. И смотрите, оно идет, оно работает, оно идет в эту сторону. Все, теперь оно идет в другую сторону, в печку, на переплавку. Оно работает, блин, ребята, я так счастлив, что оно работает. Здесь, по идее, сейчас должен пойти камень. Да, камень идет. Здесь у меня есть специальная комнатка только для сотрудников, специально для ФК, чтобы встать и, наслаждаясь этими звуками взрывов, постоять в ФК. И все. И оно работает. Я рад.